Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Наталья. Я сегодня хочу начать снимать небольшой влог. Скорее всего, он будет, ну, не то что недельный, но, наверное, дней 5. Значит, почему я тут вся в клубках? Я закончила с кофту вот из этой пряжи. Ссылку на кофту я оставлю. Цвет очень красивый, кофта мне очень понравилась. Вязала я ее на подарок. Да. Я ее еще не отдала, я ее только-только закончила. И как бы вот думаю, что же мне начать дальше. Вообще-то я перед летом накупила достаточно много носочной пряжи. И я думала, что я, как и прошлым летом, буду вязать носки. Почему так? Потому что носки это вещь небольшая, то есть она не лежит на коленях, вот эта большая масса, и ты там все это вывязываешь, потому что жарко, удобно, когда это что-то маленькое, с ним можно куда-то пойти, сложить, в общем, даже при том, что это шерсть, но она как бы тонкая, маленькая вещичка, и ее удобно вязать, ну я так думаю. Но вот этим летом, при том, что у меня достаточно много вот носочной пряжи, я вот на нее смотрю, а вязать я не хочу. Мне хочется вязать из хлопка. Я вязала, получается, у меня связано 3 футболки. Я 3 футболки уже связала. Ничего себе. Да, я 3 футболки связала и вот кофту. И мне, в общем-то, хочется и дальше вязать хлопковые вещи. У меня осталась вот такая пряжа, много полухлопка и стопроцентного хлопка. И я решила, что может быть, так как носки я, в общем-то, собиралась вязать вот летом, думала как раз к концу августа у меня накопится, я хотела отдать на благотворительность. Да? Ну, я решила, почему бы и не вязать, например, детские вещи из хлопка. Да, их у меня на полноценную большую там футболку либо майку не хватит, но на детскую футболку, майку либо кофту, да, я думаю, что хватит. Можно полосками сделать. И вот я подоставала все и решила посмотреть, насколько это у меня там скомбинируется все. Вот. У меня вот этот Drops U9, это стопроцентный хлопок. Я вязала из этой вещи, из этой пряжи. Я вязала чехол на подушку. Я им пользуюсь, он мне очень нравится. Это тоже, нет, это не тоже. Вот, стопроцентный хлопок. Это я вязала из него футболку лавандовую. Также у меня точно такая же пряжа цвета орех осталось, ну, то есть это остатки, вполне возможно, но они как-то мне не дружатся, вот они темноватые такие, получается, для детских вещей они темноватые, я не хотела бы, вот, поэтому я рассматриваю как бы другие варианты, да, у меня есть немного под полухлопка розового, так. Полухлопок вот этот, который с кофтой остался. Это у меня тоже была, кстати, футболка розовая. Ну, она футболка, но она, потому что она это с акрилом, то я ношу, в принципе, в такую погоду, когда прохладненько. На сильно жаркую она не подходит. А вот из стопроцентного хлопка, из этой пряжи, то да, нормально. Так, вот это у меня тоже полухлопок. Я вязала жилет, такая жилет топ-футболка. Тоже оставлю ссылку на него. У меня там с цельновязанной планкой вяжется такой со спины на перед. Вот. Кстати, очень такой удобный момент вот этого вязания. В принципе, если вяжешь, к примеру, надо уже джемпер вязать, там всего лишь надо рукава довязать и все. А принцип такой вот очень удобный. И это я как раз принесла вот чехол, который я вязала из вот этой пряжи. Так, Drops U9, это стопроцентный хлопок. Вывязывала я спицами номер 3. Мне очень понравился вот этот узор. Я его все думала, куда бы мне его применить. И знаете, я вот смотрю в Инстаграм и в Pinterest очень много, вот те, кто вяжут на заказ, да, они берут вот какой-то один узор такой. И
вяжут им, ну, просто все. Шапки, бактусы, детские кофты, взрослые кофты. В общем, все, что только можно, они вяжут таким узором, вставляют. Либо все изделие таким узором вяжут. Ну, не именно таким, но в том числе вот очень похожее что-то. То есть это не замысловатый узор, это не то, что там берут сложные раны, там, в которых, если ты ошибся, там все, жизнь пропала, ты полностью все распускаешь там. Нет, вот именно, что это и жаккардовые узоры, тоже небольшие такие. И вяжут, то есть они определенные узоры для себя выбрали, и у них то есть много изделий, которые они предлагают, видно, для своих заказчиков, они, в общем-то, связаны, но 2-3 узора на все случаи жизни. И так как мне вот очень понравился был этот узор, я вот хочу то есть детскую вещь связать вот таким узором. Ну, почему бы нет, да? Мне он очень нравится, он достаточно простой. Вот я хотела бы сделать круглую кокетку. Тут, мне кажется, из-за того, что тут меняется вот этот узор, хорошо добавлять петли в круглой кокетке. То есть вот эта рядность идет, да, ряд. Связал этот узор, добавил петли, да. Потом вяжешь следующий, там, где тебе надо, опять добавил петли. Ну, мне кажется, очень удобно. И это такой узор как раз, что можно вот на девочку, на мальчика без разницы, да, он такой какой-то универсальный. В том числе хорошо бы какой-то цвет такой выбрать, ну вот, например, коричневый, он в том числе может быть и для мальчика, и для девочки, да. Ну, синий, это тоже, в общем-то, может быть. Ну, не знаю, в общем, я буду что-то думать. Да, кстати, его в том числе можно сделать и полосатым, правильно? То есть и полосками пустить. В общем, мне такой вариант достаточно кажется интересным. Вот. Буду пробовать. Так, ну, еще одно включение. Вот специально положила вот узор, да, решила я все-таки вязать. И вот у меня круглая кокетка, то есть цвет орех. Вязала футболку, стопроцентный хлопок, 300 метров получается, 2 нити, получается 300 метров на 100 грамм. Вяжу и, ну, мне не нравится, в общем, как в этой пряже это все ложится. Очень такая получается, вот при том, что как бы этот узор должен быть плотненький, да, за счет резинки, все, но не в хлопковой этой пряже. Наоборот, такое впечатление, что он весь куда-то летит и бежит. В общем, как-то изгибается. И, ну, я не могу сказать, что все как бы сильно плохо, но что-то не так. Дело в том, что если бы я не вязала другие узоры из этой пряжи, в том числе и просто лицевую гладь, то, может быть, мне и это подошло бы. Но так как я знаю, что эта пряжа хорошо ложится в лицевой глади, в другом узоре, то мне уже как-то, я вот так смотрю, и мне хочется изменить. И вот я делала тут кромочную, ну, то есть это такая резинка, как бы с переснятыми этими петлями лицевыми, да. Но вот мне как-то при этом что-то недостаточно, она тут тоже какая-то плотная, при том, что я тут затягивала. В общем, странно как-то. Вот. Но, с другой стороны, вот дырочки для пуговиц тут хорошо как-то держатся, они плотные такие. Ну, в общем, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, не знаю. Что-то мне не очень это выглядит. То есть я себе, модель со мной не живет, скажем так, так, чтобы мне примерять. Я взяла
вещички, с которых детки уже выросли. То есть я ориентируюсь на 2 годика, потому что пряжи-то у меня мало, в общем-то. То есть я себе взяла, вот сориентируюсь на 2 годика. Думаю, что на 2 годика мне хватит пряжи. Но у меня было 150 грамм. Значит, половину я уже истратила. И понимаю, что нет, я не права. Надо больше грамм, потому что получается это не половина изделия, то есть половина изделия это будет еще вот низ, а рукава это уже как бы третья часть, то есть еще 2 рукава, поэтому я понимаю, что мне все равно не хватит, это раз, и во-вторых, вот мне не очень нравится, как это выглядит, то есть я бы поменяла узор. Но опять-таки я вернулась к своим моткам, пересматривая, может что-то в полоску куда-то пустить, то есть как-то цветом разбавить. Но в любом случае я буду переделывать. Мне не очень нравится вот эта планка, при том, что я ее тут и затягиваю, но она какая-то живая. И вот этот узор мне тоже тут как-то не очень нравится. Вот здесь он мне нравится, допустим, да, а здесь он как-то тоже какой-то... Ну, что-то не то. Поэтому я буду переделывать. Мне, в общем-то, есть чего выбрать. Опять-таки, вот я говорила, что много те, которые вяжут на заказ, да, они прям буквально у них любимые какие-то узоры, парочку. Причем вполне возможно, что они их сами даже разрабатывают, какие-то узоры, с ними не делятся, потому что это их, так сказать, авторство. И им интересно, чтобы это было только у них. Но мне нравится, что они этот узор могут по-всякому в разных изделиях интерпретировать. Я думаю, что я тоже к этому приду. Я возьму другую пряжу, вот, чтобы вот так вот смотрелась. И все. В общем, буду дальше пробовать. Вот так. Так, ну я вам рассказывала, что я из остатка буду вязать, да, но нет, вот из остатка у меня что-то не вязалось. Покрутила и покрутила, что-то я никак не могла сложить их по цветам, ну, что-то мне не так все было. Если по цветам складывается, то, допустим, по плотности они разные, там по каким-то характеристикам они мне вместе, то есть в тандеме не складывались, поэтому я пошла. Мне понравилась эта пряжа. Вот я кофту вязала из Yarnart Jeans. Мне понравилось. Купила вот такой зеленый. Это цвет 69. Он такой, ну, яркий, как для ребенка. Не хочу темного чего-то. Решила, что будет что-то яркое. Тоже такой цвет. Я как бы выбирала, чтобы был, ну, можно было для девочки, для мальчика. Вот. Попробовала я уже, как это будет выглядеть на этой пряже. Вот узор этот. Мне нравится, как он будет выглядеть. Красиво. И на всякий случай я попробовала еще и вот такой узор, как я делала вот розовую футболку и коричневой футболке этот узор использовала, тоже хорошо смотрится. И я считаю, он тоже такой, и не, ну, не то, что он только девчачий, а можно как раз это и для мальчика. Вот, буду делать меньше петлю, потому что что-то это многовато. Вот. Ну и в общем в целом мне понравилось. Тут я вязала спицами номер 3, дальше я перешла на 3,75. Вот. Ну, и прибавки пробовала, как тут оно будет выглядеть. В общем, все красиво, все нормально. Так, ну, просто так я ж не смогла сходить. То есть я купила для кофты пряжу. И это как бы полухлопок, так? Я решила не останавливаться и купила вот такую еще пряжу. Вот. Ну, это итальянский стук. У меня рядом магазинчик есть, так? Ой-ой-ой, как бы мне его тут... Вот. Так, мериносовая шерсть. Акрил. Орех меланж называется. Действительно меланж. Не знаю, как орех.
Тут какие-то и розовые нотки есть. Мне очень нравится такой интересный цвет. Вот. И пряжа очень мягкая. Почему я, собственно, взяла? Потому что я хотела, опять-таки, ну, на детские вещи взять. Что-то берешь, там было, ну, разные были пряжи. Но вот берешь, там непонятно, вроде колется, а там, там еще что-то. Вроде и составы хорошие, и цены, в общем-то, на стоковой пряже все-таки хорошие. Но никак не могла выбрать. Все прикладывала к щеке, и мне все время все кололо. Вот это мне не кололо. Вот. И поэтому я и взяла такую пряжу. Интересный цвет, неравномерный. Мне кажется, это красиво. Ну, мне нравится, как это выглядит. Вот эту пряжу я взяла на носки. Значит, тут состав. Она, во-первых, очень дешевая. И дело в том, что этот магазин, у них тоже есть на ютубе канал. Значит, вот эта пряжа. Вот. Они ее представляли, и там именно она была в носках. То есть 46 и 60 полиакрил. И из этой пряжи там на канале они связали носки, хорошо держит резинку, хорошо держит жгуты, косы, араны, все что угодно. Правда, тут такая пряжа меланжевая. Я бы вообще без жгутов и аранов вязала, скорее всего. Мне нравится сочетание красный с таким серым красивым. Я бы даже просто вот без ничего бы вязала. Мне нравится, как это выглядит. Очень интересная расцветка. Такой красный, прямо алый. Ну, красивый цвет, очень красивый. Мне прям нравится. Это будет на носки. В общем, носки вязать не собираюсь, но вот пряжу я взяла. Взяла тут 80 грамм, ну, как раз вот где-то на носки, для, допустим, на 40 размер. Такой, чтобы можно, 39 туда же можно и 41, то есть может быть и женский, может быть и мужской. В общем, в принципе, я пряжу покупала на, я думаю, что сейчас, когда жарко, я из этого вязать не буду, но уже все равно когда-то жара спадет. И я думаю, что я вполне могу из нее что-то уже вязать. Мне бы хотелось этого, ну, мне бы хотелось этим заниматься. Значит, тут метраж довольно большой, вот тут аж 466 метров. Но нитка такая, знаете, я думаю, вполне можно тройкой, даже 3,5 вязать. И мне кажется, что она должна распушиться. То есть это не та пряжа, которую прям надо там на 2,5 вязать, нет. И вот эта носочная, кстати, тоже. Я думаю, что тут можно тоже спицы побольше взять. Ну, тройка как минимум, можно и больше чуть-чуть. В общем, такая она не совсем тонкая пряжа. Вот. Хотя тут 325 метров вот, на 100 грамм. В общем, вот такие у меня покупки. И буду вязать кофту. Не знаю, любите ли вы, когда жабки квакают. Мне так нравится. Антистресс. Прелесть. Звуки города их немного пугают, но потом они начинают петь. Так, показываю промежуточный вариант. Да? Ну, вот. До подрезов я еще не довязала. Нет, еще где-то сантиметр 2, то и 3. Размер тут же, в общем, я прикладываю там к вещичке, которая у меня есть. Она на 2 годика. Вот. Буду здесь делать этот азиатский росток, то есть который вот так по спинке, да. Вот сразу делаю тут для пуговок. Пуговок у меня еще нет, по правде говоря, но я уже мне хотелось бы что-то вообще-то такое детское, каких-то собачек, там не знаю, что-то такое, пуговки какие-то интересные, чтобы были. Ну, если нет, так ничего страшного, какие будут, такие будут уже. Вот.
Кстати, посмотрите, какой я сюда узор. Помните, я вам тут показывала чехол на подушку, да? Ну и вяжи себе вот этим узором, который там и коричневую кофту, то есть вот этими полосками. Нет, я все-таки взяла этот узор, которым вязала футболку, который использовала в футболке. На узор этот ссылочку я оставлю внизу. Очень классный узор. Но кто сказал, что он там девчачий? Ну, он у меня будет такими полосками идти тоже. То есть я прибавляю петли, отступаю опять. Два раппорта опять. Там, ну, вот так вот у меня будет. Вот это будет третий ряд. И все. И после этого я уже буду делать подрезы. Вот. Я здесь сделала полую резинку для того, чтобы у меня тут ничего особо, ну, сильно не растягивалось. Все-таки это хлопок. Да даже если не хлопок, хорошо смотрится вот этот, как это, кетлевка, ну, ложная кетлевка, по сути. Все-таки она не дает так расползаться пряжи. Мне нравится. Очень затягиваю вот эти места. По краю у меня айкорд на 2 петли идет. Вот. И я тут очень затягиваю, потому что я знаю, что вот платочный узор, он такой хитренький, он очень растягивается в процессе. Поэтому тут без каких-то таких вещей, ну, то есть они могут расплываться, вот эти полочки. Поэтому лучше айкорд или полая резиночка какая-то на несколько петель. Ну, то есть край какой-то уплотненный должен быть. Вот. Так как пряжа тут пухленькая, вот эта ярнат джинс, то, ну, я считаю, больше 2 петель не надо. Я уже здесь сделала вот и вторую пуговку. Ну и все. Как-то. Да, ну хочу показать вам уже готовую работу. Немножко она помялась. Я носила для того, чтобы купить пуговицы. Эти пуговицы я уже показывала. Я собиралась их использовать. Купила серые и вот эти для синей кофты. Тоже из Yarn Art джинс. Так, только синего цвета. В итоге я там пришила светло-серые, а здесь будут эти пуговицы. Добралось до меня солнце, к сожалению. Я буду пришивать пуговицы вот этой нитью. Только я возьму, разъединю ее и в обычную иголочку вот. Сейчас я ее разъединю и буду пришивать.
Ну вот, готовая работа уже и с пуговками. Все тут на месте, видите. Мне очень нравится. Значит, цвет, повторю, Yarn Art Jeans 69 цвет. У меня ушло 130 грамм. Значит, размер этот, ну, я рассчитывала так, это от годика до 2. Если вы уже хотите конкретно на 2 годика, то вам не хватит 3 моточка. То есть я брала 3 моточка, у меня ушло 130 грамм. На 2 годика все же надо брать 200 грамм. Значит, я ориентировалась на, там, в общем, в журнале Drops, в интернет-журнале, да, там можно на сайте найти детские описания и круглой кокетки, и реглана. И так как ну, там, конечно, пряжа Drops, у меня другая пряжа, но параметры, то есть на 2 годика, там, на 3 годика я брала оттуда. Там, значит, любая пряжа идет где-то 200 грамм. Я понимала, что 3 мотка у меня не хватит на 2 годика. Поэтому я делала все чуть-чуть поменьше. Единственное, что в пропорциях. То есть и кокетка у меня там была чуть-чуть меньше. То есть там, допустим, на 2 годика кокетка должна была быть 15 сантиметров. Я делала кокетку 13 сантиметров. Вот, ну, в общем, я как-то ориентировалась там уже по длине рукава, чтобы он сильно длинный не был. То есть я все делала чуть-чуть короче и рукав чуть-чуть короче. Манжеты маленькие. Ну вот, кстати, когда у меня ребенок был маленький, и я... Да, ну вот когда у меня ребенок был маленький, то я сталкивалась с чем? Вот, допустим, костюм берешь, штанишки короткие, а рукава наоборот длинные. Поэтому я единственное, что вот смотрела, чтобы рукава были не сильно длинные, либо была возможность немножко хотя бы закатать эти рукава, то есть загнуть. Ну, в общем, вот такая кофточка получилась. Да, я разложилась, значит, кофточку эту это сезонная вещь, летняя, я ее отдам сейчас. У нас, ну, я думаю, по стране в каждом населенном пункте такие вещи есть. У нас в Киеве их тоже много. Это такие точки приема вещей разных переселенцам в помощь. Люди приехали, они без всего, без вещей, без обуви, без посуды, без одеял. Есть пункты приема. Там пишут, конечно, что это приветствуются сезонные вещи, инструменты еще строительные в том числе. Все такие пункты приема, в общем-то, можно найти в интернете. Я единственное, что оставлю ссылку на интернет-страничку, там, где и до войны принимали вязаные именно вещи. Они распределяли по детским домам, домам инвалидов, домам престарелых. Они этим занимаются и сейчас. Но плюс, конечно, сейчас все помогают армии. Вот они закупают, например, берцы и кладут туда вязаные носочки. У меня есть такие вещи, например, в большей степени это носки и шапки, которые не подарились в свое время. Вот, также есть летние какие-то вещи, которые не вошли в гардероб, то есть они не носились. И летние вещи, и эту кофточку я отправлю сейчас, так как это как раз сезонные вещи. А вот уже носки, шапки я, пожалуй, подсоберу, может быть, еще что-то свяжу, и уже ближе к осени, и тогда уже это будет другая посылка. Для меня эти берцы с носочками, это, знаете, я сразу вспоминаю нашу местную территориальную оборону, вот, которая была именно на нашем массиве. Спасибо, конечно, ребятам из теробороны. Они вот в своем лице, они как бы олицетворяли и полицию, и военных, там, не знаю, короче, и спасателей. В общем, все было, все в одном.
Огромное им спасибо за то, что, ну, вот мы как-то это время, вот до, ну, какое-то время мы пережили более или менее спокойно. Они на себя очень много взяли, и, конечно, они огромные молодцы. И сейчас многие из них, они ушли, ну, на передовую, то есть на фронт. Все старались самоорганизоваться и давать помощь тому, кому можешь, например, в доме, соседям, потому что очень многие уехали, и остались люди очень преклонного возраста. А все было достаточно затруднено. Ну, вот такие вещи, как, например, продукты, это ж не просто было выйти и купить. То есть надо было куда-то идти. У нас очень маленький массив, и купить продукты, это была целая история. Надо было их выходить, найти, возможно, даже в очереди постоять, если уж там что-то привезли, а тем более медикаменты, вот аптеки, это вообще... Я считаю, что мне вообще очень повезло, что у меня подруга, мы с ней, ну, через несколько домов живем, мы с ней плечом к плечу, потому что дома сидишь, ну, гремит, да, где-то в одной стороне гремит, выходишь на улицу, гремит, ну, как минимум с 3 сторон. И идти надо, то есть, ну, на массиве как-то, я так понимаю, с логистикой было плохо, потому что мы живем, по сути, на острове. Все мосты подзакрыли, оставили там только 2 мостика, и поэтому, видно, неудобно было ни магазины открывать, ни аптеки, ни товар привозить. И поэтому надо было идти на другой массив. И вот мы с ней, не знаю, как бы я ходила, не ходила, но мне с ней было намного веселее. Надеюсь, ей тоже со мной. Вот так. Я живу на левом берегу, нас отрезали по транспортному сообщению с правым, и бомбоубежищ у нас тут вообще нет никаких. Метро у нас наземное. Те бомбоубежища, которые были там при заводах, например, заводов уже нет. Ну и сейчас строят, никаких бомбоубежищ нету. В лучшем случае это более или менее приличный подвал. Но подвал, как я понимаю, вот по Бородянке там, и он, это такое, 50 на 50. В итоге мы делали, то есть я живу на высоком этаже, страшно было и спускаться в лифте. У меня мама, ну, очень плохо ходит, и мы решили, в общем, сделать гнездо в коридоре. Ну, в общем, это такое отступление. Самое главное, берегите себя и близких. Будьте на связи. И всего доброго. До новых встреч. Пока.